еще хотел поговорить, да, как раз чуть-чуть время осталось у нас. Вот Путин присутствовал на запуске межконтинентальной ракеты «Сармат» 20 апреля. Меня опять, знаете, вот что по сердцу режет. Что это там, российская разработка? Ничего у нас ни подобного не было. Ну, зачем же так-то? Ну, зачем? Такая ракета подобная стояла на вооружении в 1968 году. Полк такой стоял. Ракета орбитальной бомбардировки, так называемая. Вот, что говорит, она через Южный полюс может пролететь. Да все это было. Такая ракета была в 1962 году разработана. В 1968 принята на вооружение. В 1983 мы ее сняли, потому что подписали с американцами в 1979 году соглашение о запрете таких ракет. Орбитальная бомбардировка, она что означает? Просто, да, чтобы вы понимали. Вот там что-то новое, новое, смех. Вот обычная баллистическая ракета. Она стартует из шахты, летит в космос, нижний космос. Там она, значит, отстреливает все ступени. И из нее вылетает либо одна боеголовка, либо несколько. И они планируют уже под силой тяжести, да, ну, на свои цели. То есть, вот так вот. Орбитальная бомбардировка что означает? Вы выводите ракету на орбиту. Не вот так, а просто на орбиту. Она летит по этой орбите, как спутник, например, да? В космосе летит, и потом с другой стороны Земли, Земля же вращается, да? Она падает там опять-таки на противника. То есть, у этой боеголовки орбитальной есть еще двигатель, да? Который, вот у обычной ракеты нет. Она вот вы ее пустили, она и упала, да, там на врага. Здесь вы ее пустили, она летит по орбите. С другой стороны, как бы подлетает к врагу. Включается тормозной двигатель, и она, значит, начинает падать. То есть, это все 1968 год. У нас целый полк таких ракет стоял на боевом дежурстве. Но мы тогда... И у американцев все это было. То ни у кого нет. Потом мы приняли решение, что этого не надо делать. Ну, запретили выводить на орбиту в космосе эти ракеты. Все. Но у нас опять говорят, что СССР этого не было. Ну как же так, а? И сейчас мы эту ракету «Сармат», извините, построили-то почему? Потому что вот та ракета, прежняя, 60-х, строилась в Днепропетровске, на заводе «Южмаш». Завод «Южмаш» гикнулся, потому что мы с вами по дурости развалили СССР. И мы вынуждены с нуля теперь создавать примерно такую же ракету. Которая у нас было все это, понимаете? Вот РС-36, там «Сатана», НАТО, мы называли «Воеводы». Самая мощная ракета, существовавшая на планете Земля когда-либо. Она производилась в Днепропетровске. Сейчас не производится. Почему? Потому что нет ни Днепропетровска, это Днепр. Нет ни Украинской ССР. Ничего нет. И мы с вами, как дураки, все это с нуля вынуждены воссоздавать. Потому что мы развалили свою страну. А нам рассказывают, система «Кинжал», предположим, она конца 50-х годов. Она старше меня. Что такое «Кинжал»-то? Прямоточный реактивный двигатель. То есть, летит сверхзвуковой самолет. Ну, например, истребитель. К нему подвешена крылатая ракета. Сверхзвуковой самолет развивает сверхзвуковую скорость. Ракета как бы слетает с него. И она под влиянием скорости самолета начинает у нее работать так называемый прямоточный реактивный двигатель. Тоже ничего нового в этом нет абсолютно. Понимаете, эти системы были у них, у нас. Дальше. Как у нас говорят, крылатая ядерная ракета. Ну, крылатая ракета с ядерным двигателем была у американцев. В 1961 году система Плутон. И у нас была ОКБ «Лавочник». Все это было. Просто приняли решение, что это не надо пока. Да. И я могу тоже объяснять, почему это не надо. Это все на самом деле легко очень поддается логике. Но вот у нас сейчас в СССР никто ничего не делал. Сейчас все только производится. Но только да, самолет сделать и гвозди не можем там, а все остальное прочее.